12 августа жители Земли стали свидетелями полного солнечного затмения. Это явление имеет историческое значение, ведь это первое полное затмение, которое можно было увидеть в континентальной Европе с 1999 года. Тень Луны преодолела путь длиной около 8300 километров, начав движение в Арктике, пересекла Гренландию, западную часть Исландии и север Испании, а завершился этот маршрут в Средиземном море вблизи Балеарских островов. Полоса полной фазы, где солнечный диск исчез на 100%, имела ширину примерно 293 километра. Максимальная продолжительность полной фазы составила 2 минуты 18 секунд над Северной Атлантикой. Для жителей Рейкьявика это событие стало поистине уникальным, поскольку полного затмения в столице Исландии не видели с 1433 года. В Испании же явление произошло во время «золотого часа», незадолго до захода солнца, что создало невероятные условия для визуальных наблюдений на фоне старинных замков и горных пейзажей. Условия наблюдения в двух крупнейших городах России кардинально отличались. В Санкт-Петербурге явление стало полноценным астрономическим событием. Здесь Луна закрыла 83% солнечного диска. Поскольку затмение происходило на закате, жители города могли наблюдать, как за горизонт опускается не обычный диск, а тонкий огненный серп. Пик фазы пришелся на 20 часов 51 минуту. Трансляцию этого события вели прямо со смотровой площадки Лахта-центра. В Москве же ситуация оказалась принципиально иной. Из-за географического положения столица увидела лишь минимальное касание. Луна закрыла всего около 1% солнечного диска. На территории Украины затмение можно было наблюдать лишь как частичное, непосредственно перед заходом Солнца. Степень перекрытия диска зависела от региона. В Ужгороде Луна закрыла до 43% Солнца. В центральной части, включая Киев, фаза была минимальной и составила чуть менее 3%, из-за чего явление осталось практически незаметным без специальных приборов.
Данное затмение принадлежит к 126-му Сарасу, циклу, который повторяется каждые 18 лет и 11 дней. В общей сложности в зоне видимости той или иной фазы затмения проживает около 1 миллиарда человек. Следующее полное солнечное затмение в Европе ожидается уже в следующем году, 2 августа 2027 года, и его полоса пройдет преимущественно над Южной Испанией и Северной Африкой. «12 августа 2026 года стало уникальной датой из-за совпадения нескольких событий. Во-первых, затмение совпало с новолунием, что сделало ночное небо максимально темным. Это создало идеальные условия для наблюдения пика метеорного потока Персейды, который прошел в ночь на 13 августа, и можно было увидеть до 80 метеоров в час. Кроме того, перед рассветом сегодняшнего дня состоялся парад 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Такое космическое комбо делает этот день одним из самых важных для науки и любительской астрономии за все десятилетие. This one here, this one's full. Ah. Oh wow.